Привет, девчонки! Меня зовут Елена, и вы на моем канале. Сегодня у нас небольшое такое видео. Я получила лаки. И прежде чем мы начнем, как говорится, их просматривать, я бы хотела кое-что разъяснить. Когда я начинала заниматься стемпингом, если сравнить, то я вообще ничего не занималась. У меня там было пару пластин, штук 100, наверное. И нет-нет, я отпечатала рисунки. Совсем недавно я прям полюбила очень стемпинг и посмотрела, что у меня стемпинг лаки именно черные, допустим, у меня уходил серебристый, иногда там беленький. У меня есть, допустим, сиреневый, по-моему, розовый был, такой коричневый. Я поняла, что у меня маловато лаков, что когда я начинаю придумывать дизайны, или для видео, или для клиента, я поняла, что у меня происходит ступор, потому что у меня того или иного лака. Конечно, если вы купите чуть больше лаков, допустим, я не знаю, штук 20, 30, ситуация не сильно изменится, потому что все-таки тот лак, который идет как фон, он в принципе может не подойти к тому же цвету лака, который вы уже купили, допустим, желтый, он будет не таким желтым, не подходить к фону. Это, конечно, тоже бывает такая ситуация, что, естественно, желтый, он не в Африке желтый. Но когда я подумала, что у меня все-таки маловато лаков, и я бы хотела расширить свою коллекцию, сначала я заказала, по-моему, там 6 или 8 лаков я купила, но потом, пораздумав, эти лаки у меня еще пока в пути, я купила еще, по-моему, 25, что ли. Вот так вот, к чему я это все. Это моя первая посылочка. Там всего 8, по-моему, лаков. Забыла уже, Вот. Я их покажу. Сразу скажу, что я не ожидала такой пигментации. Мне говорили, что все-таки красный лак от Born Pretty. Я купила их от Born Pretty, что следующую посылочку, что эту. И мне говорили, что красный, он не такой пигментированный. Но на мой взгляд, все это я покажу. Да, красный пигментированный, но найти надо такой лак, который все-таки на черном будет хорошо видно. Но если делать подложку более светлую, даже если принять во внимание, что белое, не все любят белое, даже делать более светлую подложку, тем не менее пигментация просто у этих лаков шикарная. Вот. И еще лаки, которые вот у них есть с шиммером, вот они просто бомба. Там реально очень красивые лаки. Я надеюсь, я очень подробно рассказала, почему, когда и зачем. Еще раз повторяюсь, это видео я показываю просто, что я купила. Буду так говорить каждый раз, в каждом видео, кроме рекламы. Давайте продолжим. Я покажу вам, что же мне пришло. Вы же много раз видели, у меня это черный лак для стемпинга, вот такой вот шиммерный. И я искала такой же, потому что ссылочка уже перегорела, такого лака не было. И нашла. Да, у другого продавца, не на официальном сайте от Born Pretty, но я нашла. И вот не удержалась и купила. Купила пару всего лишь вот этих, которые с шиммером. Один такой зеленый, подумала, будет прикольненько делать с ним листики. Они, сразу скажу, их плохо заметно. Но мне, оказывается, именно этот эффект и нравится. Много раз уже показывала свой черный. Они обалденно запакованы, хорошо зафальцованы. Там помучиться надо, чтобы это все распаковать. В этом плане они молодцы. Все лаки доставляются прекрасненько, ничего не растекается. Так вот, всего купила пару штук. Красненький, он такой не сильно, но я так говорила и о черненьком, а потом в него втюрилась по самому не могу. Также зелененький, я уже его попробовала. Именно в дизайне, именно то, что я хотела, получилось. Красненький именно в дизайне я еще не пробовала, что-то пока нет идей. Но моя камера от вот этого голографического эффекта просто с ума сошла. Такая вся, не могла настроиться. Сразу скажу, что все лаки мне именно понравились, и ничего плохого сказать не могу. Ищите недостатки сами. Также купила оранжевый. Вот этот сиреневый, который с шиммером, они просто обалденные. Красный и бордовый. И еще из шиммерной коллекции заказала себе такой зелено с переливом и зелененький. Они все прям отпечатываются. Зеленый отпечатывать так слегка не могу, но мне в принципе вот именно из-за этого я и купила. Мне этот эффект, что оно такое не сильно
заметно очень нравится. Ну, конечно, черный, который у меня уже был, который 200 раз уже показывала в видосиках, мне очень нравится этот эффект. И для сравнения, черненький у меня стоит слева и зелененький справа. На черном не сильно видно, но это на камеру. В жизни более-менее там что-то видно, отпечатать можно. Красный. Он отпечатывается хорошо, видно пигмент красный, но очень плохо заметно вот эти шиммерные штучки. Попробую я еще его в дизайнах, естественно, обязательно в скором будущем покажу это видео, но, на мой взгляд, то, что я хотела. Там еще у него пару штук есть, у него надо будет купить, да, купить. Этот цвет, как я поняла, я просто взяла пластину с тонкими линиями. Но все-таки для таких цветов перламутровой надо более такие плотные пластины брать, где вот типа этого, где больше видно цвета. Тонкие линии все-таки для таких лаков не сильно подходят. И все шикарненько. И зелененький видно, и красненький видно. Так что вот именно в тонких линиях не видно от этого перелива. А вот таких вот. И вот тут я уже сменила пластину, поняла, что тонкие линии, зря я вообще начала эту идею. И вот тут дизайн с принтом зебры, просто обалденная пигментация. Что на черном, что на белом. Это просто бомба. И, кстати, шиммерных цветов у них больше нет. Зеленый тоже бомбический, обалденный цвет. Да, у меня все бомбическое походу. Но мне очень нравится именно эта фирма. Не стала я пробовать другие. Не стала рисковать. На Алиэкспресс есть и другие фирмы. Но мне очень нравится это. И я подумала, что не хочу я просто баловаться. И купила то, что уже знаю. Красный цвет, как я и говорила, на черном его мало видно. Но на белых и нюдовых цветах очень даже прикольненько, обалденная пигментация. Также я отпечатала и бордовый, тоже цвет просто бомба. В скором будущем покажу, какие дизайны придумаю. У меня там лежат пластины уже недельки 2, ждут распаковки. Никак не могу собраться. И вот как раз вот этими цветами я смогу разнообразить мои дизайны. Желтый, оранжевый. Он, в принципе, смотрится на белом бомбически, но на черном вообще не смотрится. Но если у вас умелые ручки, вы можете отпечатать сначала белым цветом, а потом сверху. Если у вас ручки с того места, у меня нет походу, то что я не впечаталась в рисунок. Но, как вы можете видеть, оранжевый на белом обалденно смотрится. У меня просто не получилось попасть в тот же рисунок. Но цвет, пигментация на черном, конечно, она страдает. Такие вот у меня покупочки были сегодня. Очень довольна всеми, без исключения. Прекрасно. Я считаю, если вы занимаетесь стемпингом так иногда, у вас там, кстати, есть такая девушка, нашла ее в ТикТоке, которая говорит, ну у меня, говорит, нету подушечки для штампа. Я такая думаю, блин, такие люди есть, кто не занимается стемпингом, хотя бы буквально что-то отпечатать. Блин, аж интересно, что такие люди есть. Так вот, если вы такие люди, которые нет-нет, рисуют стемпинг, то я бы не советовала покупать очень много цветов. Все-таки это простые лаки. Хоть и говорят, что они служат долго и нудно, но я в это не верю. Хотя у меня лаки стоят уже годика 4, ни один еще не высох, не испортился. Но тем не менее считаю я из опыта, что в основном уходят лаки, это серебристый, нет-нет, иногда золотистый. И черно-белые, они более такие ходовые. Если вы, в принципе, много не занимаетесь стемпингом, то, в принципе, этих лаков и достаточно. В моем же случае я полюбила стемпинг, хотела расширить свою коллекцию лаков, поэтому решила ее конкретно расширить. У меня скоро придет еще большая посылочка. Жду ее. Кстати, посылочка придет как раз вот с этими новыми законами, которые у нас вышли в Германии. Надеюсь, я не буду много платить за пересылку. Налог, кстати, я уже заплатила сразу на Алиэкспресс, потому что сделала заказ, кстати, 1 июля и заплатила налог. Поэтому следующую, естественно, посылочку я вам покажу. На этом буду с вами прощаться. До скорых видео. Пока.